Перед нами многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 MFP. Его код ошибки E8, что не позволяет пользоваться нам этим устройством. Чтобы узнать, что это за ошибка, посмотрите на таблицу, которую я оставил. А также обратите внимание, что головка чтения находится не в той стороне. Это будет важно в последующем. С кодом ошибки мы определились, нашли в интернете, что означает данная ошибка. Выдергиваем питание и кабель интерфейса и приступаем к дальнейшей работе. Следующим нашим шагом снимаем крышку с самого устройства. Далее откручиваем звездочкообразной отверткой корпус сканера. Он крепится на 4 винтах по периметру. Открутив 4 винта, я заметил, что есть еще 2 с тыльной стороны. Их также необходимо открутить. Теперь мы можем снять корпус. Будьте аккуратны, с внутренней стороны не трогайте стекло. И обратим внимание на головку чтения. Мы должны проверить, в каком состоянии шестеренки. Также мы должны проверить, в каком состоянии находится шлейф. И проверим, не заклинили они. Здесь есть такая крутилка небольшая. Прокрутив, попытавшись пальцами, мы выясняем, что в принципе никаких дефектов не обнаружено. Если же обнаружено, шестигранниками откручиваете 2 винта, которые вы видите на видео, и пытаетесь устранить проблему. Все проверив, нам необходимо проверить, будет ли он работать, если вернуть его в начальное положение. Возможно, он просто застрял. Подключив питание, а также интерфейс, включаем наше многофункциональное устройство HP и наблюдаем за его поведением. Сейчас происходит загрузка самого устройства. По идее, в этот момент должна начать калиброваться головка чтения лазерная. Сейчас она это пытается сделать, но не может найти белое поле, которое находится на крышке корпуса, которую мы сняли. Наблюдаем, чтобы не заклинило снова. Действительно, все работает пока что хорошо. А это огромный плюс. Это значит, что нам не придется искать причину пока что дальше. Обратите внимание, что без крышки корпуса пока что принтер работать не будет, даже если все исправно. Сейчас крышку вместе со стеклом одеваем на место. Как раз вы только что видели ту белую полосу, о которую калибруется лазерная головка. И вот теперь принтер заработал. Вы видите, что на дисплее все в норме, никаких ошибок. И, конечно же, нам необходимо его будет проверить. Все ли теперь исправно, будет ли он выполнять все свои функции, как принтера, так и сканера. Чем мы сейчас и займемся. Берем любой листок или книгу. В первую очередь я проверю функцию Xerox. Если функция Xerox работает, в принципе будет работать все остальное. Запускаем сканирование и наблюдаем за процессом ксерокопии. Данная функция выполнила свои действия успешно, поэтому мы можем перейти к другим тестированиям.
Если вдруг по каким-либо причинам у вас плохо работает сканер или печать документов, если мы используем МФУ в качестве принтера, то необходимо просто-напросто удалить старые драйвера и программное обеспечение и установить новое. Как это делается, вы видите на экране. То есть удаляем. Если необходимо, очищаем очередь печати, если не удаляется. После устанавливаем все заново, и поверьте мне, все будет работать прекрасно. Я это уже проверил. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещения, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.